На днях в одном из высших учебных заведений Украины выступала Хатия Деканаидзе, глава национальной полиции Украины. Один из студентов, неизвестный студент, решил задать ей вопрос, не побоялся, задать ей вопрос по поводу сайта «Миротворец». У меня вопрос, связанный с более конкретным случаем. У нашего министра МВС есть советники, такие как господин Геращенко и господин Шкиряк. И, я думаю, как вам известно, они курируют сайт «Миротворец», на котором недавно была незаконно выложена информация о тех людях, которые были агитованы, так называемых ЛНР, ДНР. И как их действия соотносятся с теми реформами, и не считаете ли вы, если это происходит на высшем уровне, и за это никакого наказания не последовало, то что тогда ждать от людей на местах? Не считаете ли вы, что нужно начать чистку кадров с самых верхов? Как вы можете слышать, по аплодисментам молодого человека поддержала вся аудитория, потому что, по всей видимости, очень многих волнует вопрос, а почему так? Почему два советника министра в открытую курируют сайт, который нарушает закон, о котором говорили на Западе, вполне возможно, из-за которого отношение к Украине изменилось в худшую сторону? Хатия Деканаидзе, объясни, почему так происходит? Я сейчас, как глава национальной полиции, конечно, не могу сделать никакие политические заявления, потому что принцип мой, как не только Хатия Деканаидзе, но принцип мой, например, как главы национальной полиции, единственный и очень важный, чтобы быть аполитичной и вообще... Подожди, от тебя не требуется делать никаких политических заявлений, от тебя требуется четко объяснить, что вот это вот с точки зрения закона и почему два советника министра, которые в открытую нарушили закон, не наказаны, хотя бы не уволены. Это простой вопрос. Аполитичной, который мне даст шанс хорошо работать, да, так что вот это очень важный принцип, которого я всегда придерживаюсь. Это крайне интересно. Принципы Хатии и Деканаидзе, 10 принципов жизни, это очень интересно. Но просто непонятно, какое они имеют отношение к законодательной базе, к закону. А ведь нарушители закона должны быть наказаны по закону, а не по каким-то там принципам Хатии и Деканаидзе. Я всегда придерживаюсь. Что касается моего личного отношения с сайтом Миротворца, вы знаете, я буду субъективной. Почему? Потому что вы, наверное, знаете, что в начале 90-х, когда у нас была война... Гражданин, который сидит от нее справа, даже повернулся в ее сторону. Я думаю, что в зале ни у одного человека открылся рот, приоткрылся, потому что никто, я думаю, не понял, какое имеет отношение абхазский конфликт к сайту «Миротворец». Какое имеет отношение то, что происходило в 90-е годы, к тому, что происходит сейчас у Хатии Деканаидзе под носом с участием двух советников министра. О чем речь? У нас была война, русские как бы очень серьезно вмешались, и была у нас война в Абхазии, где я потеряла очень много родственников, где было... Наша наследственная, стоял дом. Какое это имеет отношение к сайту «Миротворец»? Причем тут данные журналистов, которые выложили на сайте «Миротворец», к тому, что произошло в 90-х годах с домом Хатии. Которого сепаратисты, террористы и русские сожгли и расстреляли моих очень близких родственников, и которые потом после вытеснения грузинов, этнических грузинов с территории Абхазии русскими, 300 тысяч грузинов, вы знаете, были этнические грузины вытеснены. Создается впечатление, что это просто какой-то шатар Руставели сидит. Просто, я не знаю, рассказывает какую-то там легенду, может, Витязь в тигровой шкуре, я не знаю. О чем речь? При чем тут вот это все, страшные вещи, конечно, ужасные, к простому вопросу о сайте «Миротворец». С точки зрения закона, Хатия Деканаидзе, вы как глава полиции можете сказать, в чем там дело и почему не наказаны или не уволены два советника министра? Может быть, следует начинать с верхов? Зачем вы рассказываете, зачем этот экскурс в историю? Этнические грузины вытеснены, да, то они
очень многие, там около 25 человек жили в Тбилиси, в нашей квартире, так что у меня очень будут субъективные отношения. Ну при чем тут субъективное отношение? Есть закон, причем субъективное, объективное, еще какое-то там пессимистическое или оптимистическое, я не знаю. Какое отношение имеет все рассказанное вот к простому вопросу студента? Отношения, да, так что у нас был более другой вопрос, более другой подход к Грузии. У нас был закон об оккупации, который работал в Грузии, так что вот субъективно у меня были бы другие отношения. Что касается процессуально, ну, вы знаете, процессуально есть подход, может сказать, там моральный, есть подход, может. Тут сразу же вопрос, встречный вопрос. Скажите, а у Хати Даканидзе есть вообще юридическое образование? Есть вообще представление какое-то о правосудии, о юридических нормах, возможно, каких-либо? Потому что, когда она начинает говорить процессуально, и сразу же говорит, есть моральный, нет, морального нет. И процессуально исключает моральность или аморальность. Она вообще, она юрист? Есть подход, может, там, например, там, потому что очень многие люди, которые вот следили за этим всем, думали, что это аморально, когда как бы люди туда ездят. Многие люди думали, что нельзя, например, опубликовать личные данные и так далее, но это же личные данные, которые знают представители ДНР и ЛНР. Да? Так что тоже вот я тоже буду субъективным. Вот я не юрист, я честно скажу, я не юрист, и я не глава национальной полиции 40-миллионного государства. Но у меня возникают вопросы. Какая разница, знали ли эти данные представители ДНР и ЛНР, так называемых, или они их не знали? Они же их не публиковали, они же их не размещали в публично где-то. Ну, да? Хотя политические никакие там, я не могу сейчас придерживаться каких-то политических направлений. Да, я знаю, что Федорович что-то в курсе. Что касается сверху чистки. Ну все, дала ответ. Простой вопрос, простой ответ, знаете. Ну теперь чистка сверху. Сейчас, наверное, расскажет вообще, как она относится к тому, что два советника министра, четко их назвали, Геращенко, Шкиряк, действуют таким образом. Слушаем. Чистки. Вы знаете, давайте так скажем, что то же самое я говорю всегда, когда мне говорят, что, ребята, вот почему Хатя не уволила всех. Хатя не могла уволить всех, потому что первой задачей, которая стояла и стоит перед Национальной полицией Украины, Хатя не могла уволить двух советников министра. Она намеренно делает вид, что она не услышала вопрос. Или она действительно плохо понимает русский язык. Полиции Украины, это задача борьбы против преступности. Хорошо, мы бы уволили всех следователей, мы бы уволили всех начальников райотделения. Вопрос был не о следователях, вопрос был не об оперативных работниках, а о двух советниках министра. Мы бы уволили всех, например, как это сказать, участковых, мы бы уволили всех оперативных сотрудников. Минус 140 и вечное лето. Или она вот таким образом отморозилась, да? Я знаю, что занят... Наближаємося до його. Дійсно, не відкрию таємниці до судового слідства, не буде жодного розголошення, якщо не скажу, що за наведеними фактами розслідується декілька кримінальних проваджень, зокрема, квалификованные як незаконный сбор персональных данных. Сдавшись, она передает слово своему помощнику. И он рассказывает, выдает на гора просто эксклюзивную информацию о том, что расследуется вот эта вот публикация личных данных. Персональних даних за заявами окремих громадян, чиї дані були розміщені на цьому сайті. В ході розслідування виникає одне з питань, яке виникає, що частина даних, які розміщені, більша частина даних, самими ж особами були розміщені в відкритому доступі. І відповідно виникає питання наявності складу злочину. Он рассказывает о том, что часть данных, которая размещена на миротворце, она была взята из открытых источников. Подчеркиваю, часть данных. Но тут есть нюанс, потому что это в открытом источнике, это значит ВКонтакте, к примеру. Человек написал: Иван Иванов проживает в Днепропетровске, к примеру. На миротворце он превращается в Ивана Иванова, наемника, убийцу, террориста и сепаратиста, проживающего в Днепропетровске. Это как? Складу злочину, але розслідування триває. Що стосується останніх подій, пов'язаних з журналістами, це провадження було відкрите прокуратурою міста Києва за
статтею, яке передбачає відповідальність за втручання в діяльність журналістів. Розслідування також триває. Я впевнений, що маю всі права сказати, що на сьогоднішній день встановлено, що сервер знаходиться в Канаді. На сегодняшний день установлено, что сервер находится в Канаде. Я не верю, что они настолько могут притворяться тупыми. Скорее всего, они просто издеваются. Я думаю, что это просто насмешка. Насмешка над всеми, над теми студентами, которые им задали вопросы. То есть 2 советника министра курируют сайт, а нацполиция выясняет, где же находится сервер этого сайта. Ну, можете позвонить Геращенко, Шкиряку, да спросить: пацаны, а где сервер находится? Розслідування триває. Повірте, робота йде, ми не зупиняємося для того, щоб правильно юридично кваліфікувати і встановити обставини. Всього зручно. Спасибо. А ще друге питання, що стосується почати зверху, то хочу сказати, що дійсно звільнили фактично, коли почала роботи поліція, з усіх керівників напрямків, крім мене, звільнили всіх. Ну, кроме него уволили всех. На этой оптимистической ноте можно заканчивать. Я думаю, что вывод вы в состоянии сделать самостоятельно. Пока.